Война России с Украиной теперь длится дольше Великой Отечественной. И Дональд Трамп, сам того не желая, подвел некоторый промежуточный итог. Отвечая на вопрос журналиста о предложении Владимира Зеленского поступить с Путиным так же, как поступили с Мадуро, похитить его и вывести в тюрьму, Трамп сказал следующее. Well, I don't think it's going to be necessary. I think we're going to have I've always had a great relationship with him. У людоедской общественности в Телеграме по этому поводу знатно подгорело, и, надо сказать, на то есть причины. Все-таки, когда президент США не яростно отвергает, а начинает рассуждать о похищении президента России, это нельзя назвать никаким другим словом, кроме как «дожили». Самое любопытное заключается в том, как именно Трамп мотивирует свое нежелание пока похищать Путина. Мол, у нас с ним прекрасные отношения. Только в этом причина. Таким образом, из слов Трампа следует, что если завтра отношения испортятся, если Путин обзовет его нехорошим словом, то за похищением дел не станет. Никаких других фундаментальных препятствий, кроме личной симпатии, Трамп тут не видит. Что это глава ядерной державы, страны постоянного члена Совбеза ООН? Нет, это все не имеет значения. Просто Трампу пока не хочется. Пока ему Путин в целом ок, там, где он есть. Станет не ок, можно рассмотреть вопрос о его изъятии. Это хороший повод поговорить о том, к чему наш великий геостратег, строитель империи и делитель мира на зоны влияния пришел под конец 4-го года войны. Очень хорошо, что Трамп это ляпнул накануне значимой даты, когда российско-украинская война как раз и превысила по продолжительности Великую Отечественную. На наших глазах минула целая эпоха. Можно посмотреть на то, как оно было и как стало. Сначала вспомним, как оно было. Вернемся на 4 года назад, в январь 22-го. Перед тем, как начнем только, если вас тормозит YouTube, в описании собраны ссылки, как его ускорить и вообще вернуть себе в России нормальный интернет. Среди них есть и платный Shiva VPN с круглосуточной поддержкой и серверами в десятках стран, спонсор этой рубрики. Так вот, вернемся в довоенные времена. Российский федеральный бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом на 500 billion рублей. Общий объем дохода 25,3 триллиона, расходов 24,8. Из них больше 9 триллионов рублей, то есть где-то 125 миллиардов долларов, Россия получила от экспорта нефти и газа. Что такое 125 миллиардов долларов? Это больше половины довоенного ВВП Украины. И это чистая нефтегазовая рента. Это сумма, на которую в основном Европа сделала российское государство богаче всего за 1 год. В январе 22-го вы могли приехать в аэропорт Внуково, засунуть свои рубли в банкомат Тинькофф банка, улететь прямым рейсом авиакомпании «Победа» за 3000 рублей в Берлин и купить кофе в аэропорту Бранденбург прямо со своей рублевой карточки. Это сейчас звучит как фантастика на грани фэнтези. Но вам бы в лучшем случае покрутили бы у виска, если бы вы 4 года назад кому-то рассказали, что в Берлин надо будет лететь через Стамбул, что за карточкой надо будет ехать в Казахстан, что даже игры для плойки придется покупать, притворяясь не то турком, не то аргентинцем. Сейчас кажется даже странным, если вспомнить, что можно было в любом маломальской крупном городе просто прийти в автосалон и купить себе Toyota или Audi или BMW или Hyundai. Чё хочешь вообще? С гарантией, со всеми положенными сервисами, без миллионных откатов государства по утильсбору, без оплаты услуг сомнительных перегонщиков и посредников. Просто прийти и купить себе машину. Чего совсем нельзя было представить до войны, это историю с теневым флотом. Чтобы Россия продавала нефть как наркокартель, уворачиваясь от санкций и скупая по всему миру списанный танкер. Еще до того, как Трамп принялся давить этот теневой флот, тот уже был некоторым нонсенсом. Ну какой теневой флот, блин, у настоящего государства? У одного из главных энергетических экспортеров в мире. Как вообще можно было в такой точке оказаться? Вспомним, ради чего все вообще затевалось. Затевалось все с пафосом имперского строительства. С идеей, что вот есть Америка, есть Китай, а есть Россия, и это 3 равновеликие сверхдержавы, и они сейчас разделят между собой сферы влияния. Чтобы раздел этот состоялся, нужно явно обозначить сферу своего влияния по, взгляду великого геостратега. Что вот бывшие союзные республики и страны соцблока — это все зоны исключительных интересов России. Мы сами будем решать, НАТО или не НАТО там будет. Сами решим, кто там власть, а кто нет. Мы выдаем этим странам ограниченный суверенитет, не присоединяем их административно, но де-факто делаем своими колониями, а не присоединяем, потому что не хотим просто, а не потому что не можем. Пусть за Штатами остается западное полушарие.
Китай пусть забирает Юго-Восточную Азию, а вся территория, куда простиралась Российская империя и влияние Советского Союза, пусть уж по праву будет наша. Идея эта с приходом Трампа к власти только расцвела. Трамп в таком разговоре кажется понятным собеседником. Ему идея делить мир на сферы влияния, где со своими вассалами по праву сильного можно творить все, что в голову взбредет, кажется куда более органичной, чем какая-то мутная концепция международного права. Но спустя год после того, как путинский собеседник по разделу мира пришел к власти, возник интересный вопрос. А почему, собственно, он с Путиным должен договариваться? Поговорим об этом после рекламы, посмотрите, пожалуйста. Во второй половине 20 века Индонезия была известна как крупный экспортер нефти. А сегодня это туристический рай, куда едут любители серфинга, пляжей, ретритов и клубов. Основной приток приходится на Бали, где за последние 11 лет число туристов выросло почти вдвое. Ожидается, что в этом году их будет рекордные 7 миллионов. Эти люди нуждаются в комфортных номерах и апартаментах, за которые готовы доплачивать. А значит, можно стать владельцем недвижимости на острове и получать с нее достаточно высокий доход. Но стоит помнить, такие инвестиции, как и в любую курортную недвижимость, высокорисковые. Такую недвижимость на Бали можно покупать, например, у компании Mira Investment and Development. Это один из лидирующих застройщиков на Бали. Уже более 20 лет компания реализует масштабные проекты и занимается их управлением. В портфеле компании 8 успешно завершенных комплексов и более 780 объектов, доказавших свою доходность и востребованность. Прямо сейчас у них строится новый проект – Amali Luxury Residence. Он может стать символом самого популярного региона – Улувату. Это единственный на Бали комплекс резиденций, который одновременно расположен на краю утеса с видом на Индийский океан и имеет отельное управление и сервис. В инфраструктуру войдут огромный инфинити-бассейн на краю скалы с видом на закатный океан, оздоровительный комплекс и рестораны высшего класса. Стоимость апартаментов в Amali Luxury Residence стартует от $375 750. Недвижимость приобретается в лиз-холд сроком на 100 лет. Доступна также беспроцентная рассрочка на 9 месяцев. Застройщик ожидает доходность от 10% годовых, ориентируясь на показатели других своих проектов. Подробнее о проекте Amali Luxury Residence и планировках вы сможете узнать по ссылке в описании. Поспешите, число юнитов ограничено. Ну вот ходили слухи, дескать, еще на первом сроке Трампа Путин хотел договориться с ним насчет размена Венесуэлы на Украину. Дескать, я не буду защищать Мадуро, можешь забрать его нефть, а ты не вступайся за Украину, когда я решу там поменять власть. Такой передел мира звучит зловеще, но не учитывает одно занятное обстоятельство. А почему, собственно, Трамп должен что-то на что-то менять? Почему бы ему не забрать у Путина все? Венесуэлу, танкеры с нефтью, разбомбить его главного союзника и вообще ничего взамен не дать? С чего Путин решил, что он в этой большой игре, которую сам же затеял, игрок, а не игрушка? За 4 года войны он по уши увяз на востоке Украины, загнал себя в долги, его внешняя торговля ведется в форме уклонения от санкций. Он ничего не добился, только продемонстрировал всем, что его армия не может выдавать результаты. Так где его карты-то? С чего он решил, что в мире, где императоры разрезают мир на зоны влияния, он выступает в качестве императора? Ответ Трампа на вопрос о похищении Путина кажется диким. Но если трезво посмотреть на то, к чему Путин пришел за 4 года, то почему бы и нет? У него нет денег, он в значительной степени угробил свою армию. За него, случись что, если доброе слово даже кто-то и скажет, то дай бог это будет хотя бы Ким Чен Ын. Путин не просто ничего не приобрел, он поставил себя в очень опасное положение. Случись с ним что, никто особо не будет бухтеть о нарушении международных норм и правил. Если Трамп раскулачит Путина вообще на все танкеры, просто прекратит теневую торговлю российской нефтью и теневой транзит нефти Ирана и похожих режимов, если просто заберет себе всю нефть и продаст, никто и слова против не скажет. Путин за 4 года стал человеком, с которым можно сделать все, что угодно, и никто особо не будет возражать. Даже наоборот, если с ним вдруг что-то случится и перспектива мировой войны снимется с повестки дня, все предыдущие фокусы Трампу забудут тут же. Когда Россия была интегральной частью мировой экономики, на которую завязана энергетическая безопасность Европы, тогда было понятно, почему с Путиным кто-то должен разговаривать про мировую безопасность.
Когда предполагалось, что у Путина действительно, если не вторая, то по крайней мере одна из ведущих армий мира. Когда предполагалось, что от захвата Киева его отделяет только желание Киев захватывать, вот тогда было ясно, почему перед ним нужно на задних лапках ходить и уговаривать любой ценой. Сейчас у Путина банально нет ни сил, ни средств на какую-то большую новую авантюру. Прыгнуть на страны Балтии, которые в сумме по населению примерно с Петербург, возможно, но это все. 5-й год Россия живет в долг. От нефтяного экспорта почти ничего не осталось с точки зрения бюджетных доходов. Все советское наследие сгорело на фронте. И почему при этом всем нужно считать, что мнение Путина об устройстве мира имеет значение? Почему он сам обладает неприкосновенностью? Путин в феврале 22 года сказал: «Я вам покажу сейчас всем, почему со мной нужно делить мир». Шел показывать в момент максимального избытка ресурсов. Показал все, что мог. И если оценивать продемонстрированное не с точки зрения объема бед и несчастий, которые он причинил, и не с точки зрения угроханных ресурсов, а с точки зрения дележа мира, то никаких причин делить с ним мир нет. Еще хуже для Путина, что совершенно очевидно, ничего нового он уже не покажет. У него банально нет ресурсов на еще одну кампанию сопоставимого масштаба. Когда его союзника Башара Асада сносили, он ничем не смог ему помочь. Асада сносили не Соединенные Штаты. Асада сносили вооруженные бандформирования. Но абсолютно вся российская армия тогда была занята продвижением к Покровску. Почему о Путине можно рассуждать так, как о нем рассуждает сейчас Трамп? Потому что путинское государство, бюджет и армия сейчас находятся в состоянии, когда текущую нагрузку плюс-минус как-то еще пока тянут, но делать что-то еще масштабное не смогут никак. Война началась в момент, когда Путин мог сказать: если вы не сделаете то-то и то-то, то я отвечу тем-то и тем-то, заберу активы ваших компаний, перекрою газ, введу войска. Спустя 4 года все уже сделано. Активы иностранных компаний изъяты. Все войска, способные воевать, воюют или погибли. Никакого особенного выбора, с кем и почем торговать энергоресурсами, нет. Путин продает тем, кто готов брать, и по той цене, за которую готовы брать. Осенью 2021 года Путин мог прислать вооруженных людей в офис Гугла и де-факто, взяв в заложники сотрудников, потребовать удалить ролик об умном голосовании с Ютуба. А сейчас не сможет. Ведь нет больше никакого Гугла в России. 4 года назад европейские или американские политики, высказываясь о Путине или действуя против Путина, могли размышлять: в России работают наши компании. Россия для наших компаний важный рынок. И нужно иметь это в виду, чтобы не навредить нашей торговле с Россией и нашим компаниям. Теперь никакому Volkswagen Audi Group, никаким Мерседесу, Интелу или Макдональдсу не грозит в случае чего потерять бизнес в России. Они его уже потеряли. Теперь, размышляя о каких-то финансовых санкциях, о давлении на какие-то банки, и не нужно думать, как это затронет Визу и MasterCard. Никак не затронет. За 4 года войны Путин не только угробил минимум 300 тысяч россиян, не только залез в долги по уши, но приучил мировую экономику, мировые производственные цепочки обходиться без России. Голливудские киноиндустрии без российского проката, европейские авиакомпании без рейсов в Москву, IT-гигантов без пользователей с российскими картами. Главный итог для России минувших 4 лет даже не в том, что Путин отмалчивается, пока Трамп забирает его танкеры себе, союзника кидает в тюрьму и рассуждает о похищении самого Путина. Но в том, что действительно сложно ответить на вопрос: если вы нас будете обижать, то мы сделаем что? Куда и кого отправим? Кому и что заблокируем? От кого откажемся? Что отберем? Россия до войны была интегральной частью глобального мира и выполняла для этого мира важные функции. Все эти годы были потрачены на то, чтобы западный, по крайней мере, мир, худо ли, бедно ли, но научился жить без России. Путин уже сделал все, что мог. Поэтому американский президент о российском может рассуждать, как о забытом на остановке кошельке. Может, возьму, может, не возьму, ведь последствий не будет, и все это знают. Войну Путин начал, чтобы все с Россией, мол, считались, но пришло к тому, что причин считаться с нашей страной нет ни у кого. Такой вот геостратег херов. До завтра.